счастлив. I hope so. Я надеюсь, что Because да. if we're happy now, we're about to get very happy. Потому что если вы сейчас счастливы, то скоро вы будете еще счастливее. I just have a personal request. У меня есть к вам личная просьба. Can we please keep air coming through here? Пожалуйста, да. It's good right now, I think. Сейчас вот проходит сюда воздух, давайте, чтобы дальше проходил, хорошо? And if it's about like someone's cold, if it's about being cold, maybe we should rearrange И our seats. если кому-то холодно там сидеть, может быть, вы с кем-то поменяетесь, может, кто-то другой туда согласен. It's over here around this corner. It's very, very hot. Потому что здесь просто ужасно жарко. All right, someone in your own words, please interpret the barrier. Interpret this phrase right here. What are we talking about? Кто-нибудь, пожалуйста, своими словами объясните, о каких препятствиях идет речь. Hmm? То, что раньше, как это история, потому что мы не можем понять, как это было тогда. Okay, let me rephrase my Давайте question. я по-другому спрошу. Right now, we are talking about barriers to interpretation, reaching interpretation. Вот у нас такое заглавие «Препятствия на пути достижения наших целей в толковании». Say that in your own words. Скажите это своими словами. Эту же фразу своими словами попроще. Когда мы читаем Библию, у нас не всегда получается понять и истолковать ее правильно, по ряду многих причин. Yes. Okay. Good. Any Что other? мешает нам понять Библию? Препятствия Что мешает нам? Yeah. What is interfering? Good. These are natural. These are just natural things. We can't avoid these И things. это естественное препятствие. То есть этого не избежать. This doesn't mean you're a bad Christian. Это не значит, что вы плохой христианин. It doesn't mean you're a bad student. We just have to be Это не aware of it. значит, что вы плохой ученик Библии. Нет, просто об этих препятствиях нужно знать. Just because there are problems doesn't mean that is a problem. И только как бы само существование проблем не означает, что это проблема. Okay, the next one. Следующее. Linguistic. Лингвистические препятствия. The Bible was originally written in what languages? Библия изначально писалась на каких языках? Okay. Aramaic, Hebrew, Арамейский, еврейский and ancient Greek. и древнегреческий. Really all the ancient versions of all of На them. самом деле все это версии, все это древних языков. Древнеарамейский, древнееврейский. Because these languages in the Bible were spoken 2,000 to 3,000 years ago, maybe more, or sometimes more. То есть на этих языках люди разговаривали 2-3 тысячи лет назад, а иногда и еще больше. So even if I spoke Hebrew and Greek today fluently, Поэтому даже если бы я сегодня на еврейском и на греческом мог бы свободно разговаривать, it doesn't mean that I would instantly understand reading the original texts from the Bible. это все равно не означало бы автоматически, что я мог бы читать сразу оригинал текста Библии. Modern Hebrew and Greek differ significantly from ancient. Поскольку современный иврит и современный греческий язык очень сильно отличаются от тех языков. Does Russian sound different today than it did 100 years ago? Вот русский язык сегодняшнего времени отличается от того русского, который был 100 лет назад. Даже синодальный перевод. About 200 years. А 200 лет назад сильно отличается. And even though we can read, say, Pushkin, it's still not written in the way we speak and Мы today. даже сегодня, читая произведения Пушкина, вы можете увидеть, что уже такие слова мы не используем, или мы уже сегодня так не говорим. The structure of sentences. Структура предложения уже When другая. we read when I read classic American literature, Когда я читал классическую американскую even just литературу, from 50 years ago, they just don't speak the same. даже те произведения, которые были написаны всего 50 лет назад, ты уже понимаешь, что сегодня так не говорят. But even if for some reason I was able to speak
ancient Hebrew and ancient Greek Но даже facilitated. если бы я мог свободно разговаривать на древнегреческом, на древнееврейском сегодня, I would still miss a lot because there are thousands of years between я us. все равно многое бы упустил в тексте, потому что нас разделяют тысячи лет. Words change over time. Word usage changes over time. Использование слов меняется со временем. In English, we have a lot of words that were once vulgar, profane words that are just normal parts of our language. Например, в английском есть много слов, которые раньше считались вульгарными словами, нецензурными, а сейчас считаются нормой, нормальной, как бы нормальной частью языка. In fact, it's one of those interesting facts when you tell somebody because we don't know, we never heard that before. It's just a normal word. И это очень интересно, когда ты человеку об этом рассказываешь, он удивляется, потому что он не знал, что когда это слово могло что-то плохое означать. And there are many places, as we've already said, in the Old Testament where the translators will mark the meaning of this Hebrew word is uncertain. We just do not know. И в Ветхом Завете есть такие моменты, когда переводчики об определенных словах пишут, что значение слова не совсем понятно, то есть наверняка неизвестно. Because there are thousands of years between us, we will never be sure of what that word means. И поскольку нас разделяют тысячи лет, мы никогда и не сможем быть наверняка уверены, что оно означало. Okay. Two years ago, I wrote a book. 2 года назад я написал книгу. I have worked in Ukraine off and on for many years now. Я работал в Украине, ну, то есть здесь, то там уже много лет. Since 2002. С 2002 года. And when I have worked in Ukraine, I have been on this side of Americans coming to visit. То есть поэтому, пока я был в Украине, поймите, что я был на этой стороны по отношению к другим американцам, которые приезжали сюда на время. And the more I lived here, the harder it was for me to watch them come and visit. И чем дольше я здесь находился, тем тяжелее мне было воспринимать то, когда они приезжали сюда на время. There's so many little things about the culture that you don't know if you don't live here. Потому что есть очень много таких мелочей культурных, которые человек не знает, приехав сюда и не живя здесь. So the Americans would prepare themselves, and then they would come over. Поэтому американцы, они готовились перед тем, как сюда приехать, затем приезжали. And the Ukrainians would look at the things the Americans did and not know how to tell them not to do that. А затем они нечто такое делали, на что украинцы, глядя на них, не знали, как бы им лучше сказать, чтобы они этого не делали. And so for several years, I would say, someone needs to write a book letting the Americans know what to expect. И вот я несколько лет даже думала о том, хорошо бы, чтобы человек какой-нибудь написал книгу, объяснить американцам, да, чего следует ждать, когда они сюда приезжают. Little things that no one thinks about. И чтобы они задумались о некоторых мелочах, о которых обычно никто не раздумывает. And so I finally decided that person would be И, me. конец концов, я решил, что этим человеком, который напишет эту книгу, буду я. And so let me just give you a little bit of advertisement. И вот немножечко хочу прорекламировать. As you are working with your different churches, if you are supported by Americans who come to visit, Если вы, работая с разными церквями, может быть, находитесь на поддержке каких-то американцев, которые приезжают сюда в гости, I would be glad to send them a PDF copy of this for free. я с удовольствием буду рада послать им копию своей книги абсолютно бесплатно. Now, the reason why I wrote this book, А причина, по которой я написала эту книгу, the context, this author's intended meaning was to help. контекст, то есть контекст, почему этот автор написал эту книгу, это то, чтобы помочь. To help bring two people together who want to work together but don't completely understand each other. Помочь свести двух людей, которые хотят работать вместе, но не совсем друг друга понимают. I know what the author intended on saying. Итак, я знаю, что автор хотел сказать этой книгой. Because I am the author. Я сам автор, поэтому я знаю, что я хотел ей сказать. But I did not want to write this book alone. Но я не хотел писать эту книгу один. And so when I was writing it, I was asking many American translator friends what their opinions were, things that they thought I should talk about.
Поэтому, когда я находился в процессе написания книги, я со многими людьми разговаривала, со многими переводчиками, которые переводили для американцев. Может быть, они могли мне подсказать, о чем мне следует сказать. So they were part of building the book. То есть они стали частью написания этой книги. And then when I was finished, I had a couple Ukrainian friends who speak English read through it and give me their thoughts about it. И затем, после ее написания, я попросил несколько украинцев, переводчиков, которые хорошо английский знают, прочесть ее на английском и сказать мне, что они думают. There was a section that really bothered one of our friends. И оказалось, что в книге есть один раздел, который очень обеспокоил одного из наших друзей. I'm going to see if you can see what she saw. Ее, вернее, одну из наших друзей, и я хочу посмотреть, заметили ли вы то, что ее очень сильно встревожило. So here's our paragraph. Вот параграф. Who here speaks English? Поднимите руку, кто здесь говорит на английском более-менее. Who could probably translate these sentences for us? И кто из вас может эти предложения для нас перевести? Okay, I choose you. Я вас Because выбираю. I don't know your skill level, Потому что я не знаю уровень вашего языка, and I know your skill levels, а другие знаю. and so this will be more fun for you. Поэтому для меня и так интереснее будет. Okay, so I start this paragraph with, it's important to understand. No, you right now, sorry. Да, сейчас я перевожу. Итак, я начинаю этот параграф такими словами. Важно понимать. Okay, who am I speaking to? К кому я обращаюсь, кстати? Americans. К американцам я обращаюсь. All right, so we have this first line here. Ukrainians do not have near the amount of clothes that Americans do. Важно понимать, что у украинцев нет и примерно такого количества уборных, получается, одежды, как у американцев. Okay. All right. Next sentence. It's also not nearly as convenient to wash your clothes in Ukraine as it is in America. Также не так уж и удобно и прилично мыть свою одежду здесь точно так же, как это делается в Америке. Okay. Next. Because of this, Ukrainians often wear the same clothes 2 days in a row, several days in a row. По этой причине украинцы зачастую носят ту же одежду несколько дней подряд. Okay? And then, that is to say, they wear their clothes until they are actually dirty. Этим я хочу сказать, что они носят свою одежду до той степени, пока она полностью не запустится. Okay. What are your thoughts based on her translation? Вот теперь, послушав такой перевод, какие ваши мысли? Okay. All of you, well, it seems like most of you, have understood this the same way she did. То есть вы все поняли так же, как и она. There's a problem with that. Но в этом есть проблема. An American would not have heard those words the way you just heard them. Американец, прочтя этот параграф, понял бы его вообще не так, как вы. An American will read these words and feel bad about themselves. Американец, прочтя этот параграф, посчитал бы это больше оскорблением в его адрес. As the author, I knew that this would be offensive a little bit to the American Как audience. автор, когда я писала эти слова, я понимал, что это будет обидно для американцев. My friend who translated this said, "You make it sound like we walk around in dirty clothes." Моя знакомая, которая прочитала этот параграф, говорит, ты пишешь так, как будто мы тут все ходим в грязной одежде. I said, "No, that's Нет. not what it means at all." Здесь нет этого смысла. And so I asked another friend who read it but didn't say anything. Затем я спросила у еще одного знакомого, который тоже книгу читал, но ничего по этому поводу мне не And сказал. what he said was, "Yes, it's a little offensive, Он мне сказал, да, немножечко обидно, but I guess it's true." но это правда. And I said, "I don't think it's true. I do not think what you think about the Ukrainians in this." Ну, я говорю, это не то, это не так. Это, здесь вообще речь не идет говорит, об этом. То есть никакой обиды здесь не должно быть. So we have two things
happening here. We have linguistics, Здесь происходят две вещи. Здесь есть лингвистический момент and we have culture. и культурный момент. As an American, writing to Americans, I understood how they would read То есть this. я, как американец, который писал эти слова американцам, понимал, как они это воспримут. But even a Ukrainian who speaks English Но даже украинец, который говорит на английском, reads the words differently. может Makes the прочесть words это по-разному. Okay, the biggest problem is this last sentence. Потому что главная проблема в том, как перевести последнее предложение. It says they wear their clothes, if you can do more or less, Yes. less little amount, until they're actually dirty. Таким образом, они носят свою одежду до тех пор, пока она действительно загрязнится. So here we have a little bit of difference in this То есть, смотрите, context. разница в контексте. In this context, В этом контексте. Ukrainians read this meaning until, starting and going through the moment. Американцы читают, украинцы читают и понимают, что ага, значит, мы носим уже грязную одежду, ее носим и носим So какую-то. this is our dirty clothes То есть, moment, вот как будто мы ходим уже в грязной одежде, так воспринимают. and we wear them while they're dirty. An American will read А the same вот thing американец, когда прочтя эту формулировку, and understand that it means он this. поймет вот это. The moment your clothes are dirty, То есть тот момент, когда вы видите, что одежда стала you грязной, wake up in the morning and go, oh no, I can't wear вы this уже утром anymore. скажете, нет, я ее не буду носить, потому что она грязная. And you don't wear it. То есть вы ее носите до момента, когда она станет грязной. Do you see the Вы difference? видите разницу? Да. It does not mean at all that you wear dirty clothes. То есть это предложение не значит, что вы носите грязную одежду. So that's a linguistic difference. Вот лингвистические моменты. But we also have a lot of other things happening here. Но здесь много других таких моментов. That last sentence, which caused some Ukrainians to be offended, is Последнее actually the предложение. sentence that was supposed to be offensive to Americans. Которая обидела нескольких украинцев, на самом деле должно звучать обидно для американцев. Why? Почему? Can you put this Вы можете context теперь вот это все вместе сложить и объяснить мне, почему? Разная культура. М? Разная Потому культура. что делается акцент на то, что да, Right, exactly. That we clean clothes that aren't even dirty. То есть американцы стирают одежду даже когда она еще не грязная. That we have more clothes У них много очень одежды, но у них больше одежды. and we wash them when they're still clean. И американцы стирают ее, даже если она еще чистая. This is supposed to be just a little sentence to go, I'm kind of a wasteful person. То есть и этим предложением человек как бы, это предложение должно указать человеку, что я, оказывается, много трачу впустую всего. Now I know what the author meant. То есть я знаю, что подразумевал автор. I know him very well. Потому что я автора хорошо знаю. I know how much he loves Ukraine. Я знаю, насколько он любит Украину. And so he fixed this so that if Ukrainians read it, they will Поэтому not автор затем поменял эту формулировку, чтобы даже украинцы при прочтении этой книги не обижались. Now think about how interesting this is. Но посмотрите, насколько это все интересно. You can know the language perfectly. Вы можете идеально знать язык, You can read the same text, но вы можете читать один и тот же текст, but you will not understand it the same way a native speaker will understand. и при этом все равно не понимать этот текст так, как поймет его коренной американец. How does that affect the way we read the Bible? А представьте, как это тогда воздействует на то, как мы читаем Библию. This was written 2 years ago Это 2 года назад было написано. in modern English and translated in our minds into modern Russian. Современным английским языком, переведенным на современный русский язык. So this is an issue И when это reading the Bible. действительно вопрос такой, который сложностью становится при чтении Библии. There's also some interesting other moments in here. Здесь есть интересные другие моменты. Somebody mentioned to me when they read, it's not as convenient to wash your clothes, that bothered them. Некоторые люди сказали, что им не совсем было приятно читать, что здесь не настолько удобно стирать одежду. Because what? Как It's в hard to Америке. wash your clothes here? Что ты имеешь в виду? Чего это нам неудобно здесь стирать одежду? No, that's not what I mean. Нет, I mean, нет, it's это more не- convenient to do it. Я in имею в here. виду, что в Америке это просто еще
еще удобнее. I mean, when you put your clothes in the washing machine in America, В Америке, когда вы ложите свою одежду в стиральную машину, they're done washing in 30 minutes. цикл заканчивается стиркой через 30 минут. Then you take those wet clothes out and you put them in a machine next И to them. вы вытаскиваете одежду, открываете дверцу соседней машины и ложите одежду мокрую And your туда. clothes are perfectly dry in 30 И minutes. через 30 минут вы достаете идеально сухую одежду. Does that mean that it's hard to wash clothes here? Значит ли это, что у вас здесь сложно стирать одежду? No. Нет. It just means it's really easy to do it over there. Но там вообще очень просто. And so there's actually some real interesting cultural things happening when you look at this paragraph. Поэтому, когда вы читаете параграф, это происходит, видите, некоторые культурные такие особенности, они всплывают. And that is the relationship between Ukraine and America. И во многом в этом проявляются отношения между Украиной и Америкой. Culturally, Ukraine feels inferior to the West. То есть, если говорить с культурной точки зрения, то Украина чувствует себя как бы ниже по уровню, чем Запад. That we're striving to be like the West. We want В to. каком, я имею в виду в каком плане культуру, да, что мы стремимся жить как на You Западе. look at the West as the thing to go to. То есть во многом для украинцев Запад это как цель, к которой они стремятся, тот образ жизни. Which automatically kind of implies that the way we're doing it isn't the best way. That's how you feel about it. То есть таким образом подсознательно появляется чувство, что значит то, как вы что-то делаете, не самое лучшее, там делают I'm лучше. not speaking about you, I'm Но speaking about the cultural Вы меня agenda. сейчас правильно поймите, я не о вас говорю, я говорю о культуре в целом, о стране в целом. Now, culturally, the U.S. feels superior to everyone else in the world. С другой стороны, если говорить о культуре народа, то американцы наоборот чувствуют себя, считают себя на голову выше всех остальных народов. And so, they need sentences like this to Поэтому remind нужны them подобные слова, подобные предложения, чтобы напомнить им, that we're not as important as we think we are. что они не настолько важны, какими себя считают. So, linguistic, Лингвистика. very connected to culture, Очень тесно привязана к культуре. which leads us to the next one, which is, what do you think? Что подводит нас к следующему препятствию, и это, что на ваш взгляд? Culture. Cultural barriers, Культурные which препятствия. includes mentality. Они включают в себя менталитет, то есть образ мышления. We are going to spend the most time on this one. И больше всего времени мы поговорим именно об этом препятствии. I think it's very related to all the others, Это препятствие, оно как бы связано со всеми предыдущими, and it's probably the biggest barrier we face. но оно является самым большим препятствием. How people viewed the world around them, their worldview, their ethnic and national beliefs and practices, that affects their mindset, their worldview. То, как люди воспринимают окружающий их мир, их какие-то национальные верования, All of those взгляды, things они все формируют их мировоззрение. Да. and all of those things are very different culture to culture to culture. И поэтому в каждой культуре, в каждом народе получается свое мировоззрение. One Они of очень the разные. reasons, if not the main reason, why culture is such a big barrier is because it is so deeply inside of us, sometimes we can't even see it. И почему культура является самым серьезным препятствием? Потому что культура настолько глубоко нас пронизывает, что мы даже не замечаем, что она в нас. So we're talking about right now about a cultural Мы сейчас moray. поговорим с вами о том, что такое культурные нравы. What is that? How do you understand? Как вы думаете, что такое нравы или культурные нравы? Как вы понимаете? Привычки, обычаи. Религия. It's all of those Это things. все это вместе взято. Here's a general definition. There's nothing
special about this definition. Есть такое вот общее определение, не какое-то особенное. The customs, values, and behaviors Это традиции, ценности и поведение, that are accepted by a particular group, принятые определенной группой людей. and they are accepted without question. И они принимаются бесспорно. They are the things that go without being said. You don't have to То say есть it. это то, что ты воспринимаешь, даже ничего, не сказав ничего по этому поводу. They're taught and modeled to us when we're children, Мы узнаем это с детства, то есть это то, чему нас учат, это то, что мы видим вокруг себя. before we cared or even were able to reason or think about that tradition. И этому мы научены еще до того, как научились размышлять, научились думать о том, а что это такое, что это за традиция такая. Who can I choose? Кого бы мне I выбрать? choose Jenny. Женю выберу. How do you feel when I do this? Вот как ты себя чувствуешь, когда я вот так вот показываю? Что-то у меня пальцем такая. Yeah. Да-да-да. Why do you feel А that? почему вот такие у тебя Do you think you were возникают just мысли? born with that feeling of being pointed at? Born with it. Как ты думаешь, может, ты рожден был с этим чувством, что тебе не нравится, когда на тебя тыкают пальцем? Нет, в основном тыкает это потому, что когда что-то как там, ну что ты сделал, ты там, да, или как обвиняешь в чем-то, именно ты сделал это, да, и когда ты пальцем тыкаешь, оно воспринимается как бы не то, что негативно, но все равно какой-то такой Probably, отрицательный. yeah, a part of it. A big part of it. Частично из этого. С детства нас учили, что это не культурно. That's right. I witnessed this on a bus Вы once. знаете, однажды я стал свидетелем этого в In автобусе. America, it's not as a big deal. В Америке это не такая уж как бы большая вообще, не такой уж важный момент. Teachers will point out, like, Преподаватели могут вот так пальцем показывать на разных студентов. it's still impolite to just point in someone's face, but Ну, все равно считается невежливо вот так вот тыкать пальцем в лицо человеку. I was riding on a bus in Kharkiv. Но однажды в Харькове еду я в автобусе. There was a little child and grandma. И в автобусе бабушка с маленьким ребенком. The little child was pointing at people on the bus. И ребенок начинает пальцем показывать на людей в автобусе. And Babusha, of course, said, А бабушка "Don't do that." ему говорит, не тычь пальцем, не показывай пальцем. And I just saw that and I thought, that's so amazing. И я подумала, как удивительно. That's how it happens. Вот как оно происходит все. Вот с чего That начинается. moment, the child takes В that этот little piece of information. момент ребенок берет и вкладывает в себя эту информацию. I need a volunteer. I need a Мне нужен cultured, educated person. культурный, образованный человек. Кто у нас здесь такой будет? A man. Мужчина. В основном мы такими только остальные. Just in the process. Let's have Gorlovka represent. Горловского представителя попросим. Come up here, stand next to Natasha. Выйдите, станьте рядом с Наташей. I would just like to greet you. Я хочу сейчас вас поприветствовать. Did that make you uncomfortable in any way? А вам не стало немножечко не по себе? Причем как не поддают. А я в шахте работал, там меня... Thank you. Спасибо. What do we do when a person gives? Что мы делаем, когда человек нам протягивает руку вот так вот, варежки или перчатки? Ждем пока снег. Да, да. I'll tell you what happens when someone does that. Я вам скажу, что происходит в таком случае. They say, Тебе говорят, Брэндон, это некрасиво. In America, в Америке we don't take our clothes off when we мы shake. не снимаем перчатки при рукопожатии. Why do you do it here? А почему вы здесь снимаете? Так научили нас. Why? Почему вас так учили? Потому что Уважительно. Respect. Да. Уважение. Why? Why is that respectful? Ну а почему именно без перчатки Why уважение? isn't it respectful to put on a glove? А before you почему touch the наоборот? other Вот person? нужно, почему бы не одеть перчатку перед тем, как прикоснуться к другому человеку? Человек показывает, что у него нет оружия в руке, не стоит.
Okay, maybe. Может быть, Мои действия. Не присоединиться, наверное. То, что это пример уважения, мы видим из Библии, когда Моисею было предложено снять обувь даже. Okay. Ну, it's not your hand, but Если человеку холодно, то пусть не снимает. no, that's not true. это не You так. have to Я take it знаю, off. что это не так. Надо снимать. You have to take it off. Надо обязательно снимать. Okay, so we have cultural mores Итак, есть какие-то культурные нравы. for greetings. Даже в отношении приветствия. When two men get together here, what do? Когда два мужчины встречаются, знакомых здесь, что они делают? Shake hands. Пожимают руки. So I come into a room, Я захожу в комнату, let's say this back row where Katie's sitting. и вот на заднем ряду, там, где сейчас сидит Кэти, There are 3 men sitting there and then a woman. сидит 3 мужчины и женщина. I come in, I shake each man's hand, И я подхожу и со всеми мужчинами здороваюсь за руку. and then what do I do with the woman? А женщина что делает? Hug her, maybe Обнять может. say hello. Или просто сказать здравствуйте. Because in general, here, Потому что здесь у вас, в общем, заведено, men do not shake women's hands. что мужчины не пожимают женщинам руки. А в Боснии, если я зайду в комнату, я должна буду подать руку всем присутствующим. И если я этого не делаю, значит, либо я какой-то фундаменталистский мусульманин, либо я не уважаю этих людей. То есть я как женщина я должна зайти и поздороваться со всеми, включая женщин и мужчин, за руку. Иначе это будет невежливо, я буду вести себя невежливо. Right. And if you've spent your whole life not shaking hands with a man, how do you feel when you have to start doing it? А представьте себе, если вы всю свою жизнь жили и никогда рукопожатиями нигде не обменивались, да, то есть это считать нормально, и тут вы оказываетесь в такой ситуации, когда вам вдруг нужно начать всем руки пожимать. Как вы думаете, ваши ощущения? It's uncomfortable. Да немножко неудобно. Do you know what I thought the first time I greeted a man who his hands were dirty? Вы знаете, что я почувствовал первый раз, когда поздоровался за руку с мужчиной, у которого были грязные And руки? he did this to me. Он мне вот так дал руку. I had no idea. А он мне подает так руку, а я не знаю, что делать. No, this wasn't happening yet. Нет. Дальше это до того времени, когда такое появилось. The handshake in Ukrainian culture is so important that you do it even when a hand is dirty. То есть у вас рукопожатие настолько важно в вашей культуре, что нужно пожать все равно руку, даже если она грязная. What if someone arrives to my door and I open the door and I want to shake their hand? А что если ко мне пришел кто-то домой, я открываю дверь, а человек хочет со мной за руку поздороваться, что нужно сделать? Не протягивай. Да, перестань. Заступить порог. Where did you learn that? Откуда вы это узнали? Это пример. Да, это пример. There are connections, yes, with there are those connections, but do you think about those when you do them? Ну, да, есть определенная связь с языческой культурой, но неужели вы думаете о язычестве, когда вы это делаете? No, it's just what you do. Это просто часть вашей жизни уже стала. Here's another interesting one that I've noticed in Еще Ukraine. один интересный очень момент, любопытный, который я в Украине заметил. What do you do as a guest after you arrive to a home? You said hello. What's the first thing you want to go do? Когда вы пришли к кому-то в гости, вы поздоровались, да, и первое, вы как гость, что захотите сделать? Wash your hands. Помыть руки, да, если Okay, вы пришли на застолье. там. Here's something I've noticed. И вот что я заметил. A man comes into my house. Заходит ко мне мужчина в дом, I am supposed to greet him with my hand. я должен с ним поздороваться за руку. He has been on the metro, on a bus. His До hands are этого, dirty. до этого он ехал ко мне на метро, на автобусе, его руки грязные. We shake hands. Но мы с ним здороваемся за руку. He feels like he must go wash his hands. Потом он чувствует, что ему нужно пойти помыть руки. How often does the host go wash their А hands? насколько часто такое бывает, что вы хозяин шел вместе с ним, чтобы они вместе мыли руки? Doesn't really happen. Неправильно, такого не бывает. So those germs we wash away are still in the house. То есть вот эти все бактерии, бациллы, они в доме остаются, никуда они не уходят, они на хозяине. I bet you've never thought about it. Вот я уверена, что вы об этом никогда не думали. Because Такого it's плана. just what you do. Потому что вы просто автоматически так делаете, и все. Same with coming to a house as a guest. You never come empty-handed.
Также, приходя в гости, вы обычно никогда не приходите с пустыми руками. That's very different for Americans and hard to get used to here. Для американцев это очень непривычно, и к этому нам сложно здесь у вас привыкнуть. If you are a guest, then you are the one being treated to У nice нас things. считается, что если вы гость, то мы должны вас угощать. But from what one person has suggested to me, that yours comes from the days when people didn't have anything to offer their guests. Но мне было дано такое объяснение, что у вас этот обычай возник с того времени, когда у людей очень мало что было, и хозяевам практически нечего было предложить And гостю. so you brought what you would share together. Гость с собой что-то приносил, чтобы всегда было что-то разделить вместе. Я опять вижу в Библии, когда сам Бог сказал: не приходи пред лице мое с пустыми руками. I'm very glad that you keep referencing the Bible. We'll Очень talk рада, about that. что вы хорошо цитируете Библию. We'll talk about Мы об этом с вами еще поговорим. that. This tradition of not going to someone's house with empty hands has infected Katie. Вот эта традиция того, что нельзя ходить в гости с пустыми руками, буквально заразила Кэти. Because now when we're in America, she cannot go to someone's Теперь она house. и в Америке не может ходить в гости с пустыми руками. What about medical things? Medical А что насчет вот разных медицинских таких заморочек? sitting on concrete. Сидеть на цементном полу. на плитке. Everyone knows that is ridiculous. Вы же знаете, что это нельзя, это смешно, даже такое представить. Don't you want to have children? Ты что, детей не хочешь иметь? No one knows that in America. В Америке этого не знают. Yet somehow we're still having babies. Но почему-то в Америке дети продолжают рождаться. It's a cultural understanding, a feeling about the cold concrete. То есть у вас это вот культурное восприятие холода, который исходит от цемента или от чего-то холодного. The draft. Сквозняк. Why is that door closed? Почему закрыли дверь? Сквозняк. Yeah. Guess what? А вы знаете, No one in в America, Америке no Americans are concerned with that. американцы вообще сквозняк не беспокоит. But here you are. А здесь вас беспокоит. Интересно, Why да? is it different? Почему так I по-разному? thought it was, medical. I thought it was Ну я же medical думала, fact. что это чисто медицинские факты, значит, все они должны знать. And I'm not saying it's not. Я не говорю, что это не медицинские I'm факты. just saying there are two nations and they're doing opposite Я просто говорю, things. что есть два народа, две страны, и у них получается этот вопрос совершенно по противоположному рассматривается. Police officer. Полицейский офицер, офицер полиции. Here, Здесь you look at them as corrupt. обычно вы Not смотрите great на people. них как на коррумпированных и не на очень хороших людей. In В America, Америке in general, it is an esteemed, respected profession. это очень уважаемая профессия. The same profession, Одна и та же профессия, we relate to them differently. совершенно разные к ней отношения. Vocabulary. Словарный запас. Formal versus casual. You know when a good time to use one word over another word is. Есть как бы слова, которые нужно в формальной беседе, да, использовать и можно как бы в таких случаях особенных. А есть слова, которые можно только в повседневной речи использовать, и вы их прекрасно знаете. I used to, when people would teach me slang way back in 2002, Раньше, в 2002 году, когда меня украинцы начали учить разному сленгу, I would ask, я у них is сразу this a спрашивала, bad word? а это слово неплохое? They would say, it's not a bad Ну, они мне говорили, word. ну не то чтобы оно плохое. And I said, would you say it in front of your grandmother? Вот тогда я спрашивала так, а ты перед бабушкой своей мог бы это слово сказать? And that might sound funny, but it's totally true. We И- have, even if it's not a bad word, we know when the right time to use Но it. я, как бы, может, это звучит смешно, на самом деле это очень серьезно. Если есть такие слова, они как бы и не являются ругательными или матерными, но мы знаем, что не всегда их прилично говорить, не всегда их подобающе употреблять. And you know those because you feel them. И вы знаете, что это за слова, потому что вы можете это чувствовать. I know them because I have to be taught them. Я их знаю только потому, что меня их научили. Мне нужно их научить, чтобы я знал, какие слова. For example, Например, oops. For example, например.
Okay. I heard this everywhere. Я постоянно эту фразу слышу. Everyone said it. Везде все ее And then I was говорят. at someone's house for dinner, А потом я прихожу к кому-то в гости на ужин and I said that, и говорю эту фразу. and everyone thought it was so funny. И все рассмеяли, считали, что ну такое смешное, и And что-то they said, сказал. "Who taught you such dirty Russian?" Кто тебя научил такому грязному русскому языку? You did. Да, меня научили. I thought this was a normal Я phrase. считал, что это нормальная фраза, вы ее постоянно говорите. Even grammatically, it makes sense to Даже me. грамматически она правильно построена. I didn't know it was not normal. Но я не знал, что это необычная какая-то фраза. What about this word? А это? I will tell you where I learned this word. Я расскажу вам, где я узнала это слово. From Christians. От христиан, From my Christian friends who say it all the time. от моих христианских друзей, которые постоянно его повторяют. I thought it was just the same as saying Думал, что это слово то же самое, что если сказать, me. Just the same. ну, то же So самое. one day on Facebook, И вот or on однажды, ВКонтакте, sorry, однажды ВКонтакте I wrote this word. я написал это слово. I got a very strongly worded letter from a friend in Russia. И от одного друга в России получил очень резкое письмо в ответ на это. Asking me why in the world I was using such bad И он меня language. спрашивал, почему я использую такое плохое слово в речи. Well, here we have another part of linguistics. Это еще одна часть лингвистики, It's geographical географическая. and changes with time. И временное, то есть перемены, которые в разной местности могут быть и в разное время. And so I was explained how this word looks like another word. А мне объяснили, что, оказывается, это слово похоже на некое другое русское слово. Explained how it's not appropriate whatsoever. И поэтому его очень некультурно и неприлично Then использовать. I told one of my friends, another friend, what this friend had said. Затем я другому другу рассказал, что тот друг сказал. And she said, А она сказала, it's not a bad word. нет, это неплохое слово. She had no problem saying it in most situations. То есть она считала, что в нем ничего зазорного нет, и практически в любой ситуации она могла его использовать. So if that's true today, То есть in если one country, даже в одной стране разные люди вот настолько по-разному воспринимают одно и то же слово, how does that affect how we read the Bible? а представьте себе, как тогда это спроецировать на наше с вами чтение Библии. Okay, so we're thinking about cultural mores. Итак, мы с вами размышляем о культурных The нравах. things we do, the things we understand without even thinking about Это it. то, что мы понимаем и делаем, не задумываясь. Sorry. What do we have? What cultural mores do we have А in the какие church? культурные нравы у нас есть в церкви? What are some cultural mores in your congregation? Какие культурные нравы вы можете назвать в своей общине? And if you're not sure, think about what's different when you've gone to other congregations. Если вы не знаете, что это такое, подумайте немножечко иначе. Что отличается в вашей общине от того, как делают в каких-то других общинах, которые вы посещаете? Когда молятся, кто-то встает в начале молитвы, кто-то в молитве за причастие, кто-то в заключении. Очень часто рассведляют. Special order. То есть порядок определенный. And you mentioned standing when praying. Вы правильно, я понял, упомянули, что некоторые стоят во время молитвы. Right. We often, in our Church of Christ, Ukrainian culture, there's something that happens all the time. Вы знаете, вообще здесь, в Церкви Христовой в Украине, в наших вот культурных нравах, в нашей культурной жизни постоянно что-то происходит. We have visitors that come in. Что происходит? Приходят гости, We say, let's pray. и мы говорим, давайте помолимся. Most of the members stay sitting, and the visitors stand up, И look бывает very такое, uncomfortable, and sit что back down. члены церкви все сидят на молитву, а гость так неожиданно встает, потом понимает, что никто не встает, и так аккуратненько, так застенчиво садится. Because the culture
has changed Потому a что little bit. культура немножечко изменилась. And my people are a lot to blame. That's the reason. И во многом можно как бы обвинить вот мой народ. Remember, we're not saying what's right or wrong. We're just saying what is. И смотрите, обратите внимание, я не говорю, как правильно, а как неправильно. Я говорю просто то, как оно есть. What is the role of a preacher? В чем роль проповедника? Okay, there's the definition, Вот right? это и есть определение. Share the word of God. Нести Слово Божье. That's not really true, though. What is our cultural mores? What is our expectation, understanding of what a preacher does? Так, сейчас какие у нас, в общем-то, приняты нравы? То есть что мы теперь воспринимаем как проповедника? Что он должен делать? Все. There it is. Everything. Мы считаем, что проповедник должен делать The все. preacher does everything. Что проповедник делает все. And often the preacher is the boss. И очень часто проповедник становится начальником. Are these things that come from the Bible? Это из Библии No. взято? Нет. It's the culture of our church right now. Это культура сегодняшней церкви. Who teaches the children? Кто ведет детские занятия? Women. Женщины. And what? И влад. Женщины и влад. In general, А обычно we expect the women to teach the children. как бы считается, что женщины ведут детские занятия. We use grape juice Мы используем виноградный сок instead of wine. вместо вина. Большинство общин. Why? Почему? Женя said the relationship to alcohol. А Женя вот сказал, что дело в отношении к алкоголю. That's probably one of the reasons. А действительно, скорее всего, это одна из причин. Another one of the reasons is probably because the original Christians that traveled over here and began these churches also used grape juice. А скорее всего, еще одна веская причина, по которой вы используете виноградный сок, это то, что первые миссионеры, которые сюда приехали и оставались, здесь церковь использовали во время причастия именно виноградный сок. Why do you dress nicely on Sundays? Почему вы стараетесь красиво одеться в воскресенье? Торжественно. Событие торжественное событие. А мне кажется, может кажется, американцы нас повлияли. Они сильно. Потому что воскресенье праздник, а праздник мы всегда одевались. Потому что воскресенье праздник для нас, а в праздник всегда одевались праздницы. Okay. Все лучшее было. Я не понесла. Потому что не придешь в церковь, а в храм. Плохо и там одето. All right. You guys, these are all interesting thoughts. Это все очень интересные мысли. Did you know there was a time in church history where it was not allowed to dress nicely on Sundays? А вы знаете, что в истории церкви был период, когда нельзя было в церковь одеваться красиво? Why? Почему? Exactly. What do you show when you come with nice clothes on? Что вы показываете, когда приходите в красивой одежде? I have money to У buy меня nice есть clothes. деньги, я могу купить такую одежду. And so it was a cultural kind of rule. You do not go to church dressing very nicely. Поэтому было культурное такое правило, что нельзя очень красиво идти наряженным в церковь. Really interesting how that's changed. Очень интересно, да, как это меняется. Some people pray when they stand, like you said. Некоторые люди молятся стоя, как мы уже говорили. Did you know every time in the New Testament that it says how somebody was praying, they were praying on the ground? Но вы знаете, что в Новом Завете всякий раз, когда упоминается молитва и упоминается поза, в которой молитва совершалась, всегда человек был на земле. I thought you were all New Testament А Christians. я-то думал, что вы новозаветные христиане. It's just how we do it. Просто у нас принято так. Christians also tend to think that their cultural mores come straight from the Bible. Еще христианам нравится думать, что их культурные нравы, их народ почерпнул именно из Библии. We know that people stood when they prayed in the Bible. Мы знаем, что люди в Библии стояли, когда молились. Therefore, we will pray. Stand. Поэтому и мы будем стоять, когда молимся. Well, that sounds good. That sounds reasonable. Okay. Звучит весомо. Какой весомый аргумент, да? Well, that's not completely accurate. They did stand, they sat, they kneeled. Но это не совсем как бы полный аргумент, потому что они и стояли, и на коленях стояли, и сидели, всячески молились. We have
verses that we can point to and say, well, look what the Bible says about this tradition we have. И мы иногда имеем какую-то традицию, да, и мы открываем места из Библии и говорим, вот посмотрите, это как раз о наших традициях, вот мы тоже так делаем. Or most likely, Но, that скорее tradition did всего, not come from the Bible, традиция эта появилась вовсе не из Библии. but was found later in support of that tradition. А позднее кто-то нашел это место в Библии и сказал, о, этим можно как раз вот оправдать нашу традицию. Americans spend a lot of time talking about the importance of modesty in dress. Американцы очень много времени уделяют разговорам о скромности в одежде. It's the topic of a lot of conversations И во многих разговорах всплывает эта тема. in a lot of Bible classes. Во многих занятиях по Библии. They talk very little about economic modesty. А при этом они практически не говорят о финансовой скромности. Why? Почему? Do you think? But why? Почему? Понимаете, что такое финансовая скромность? При повышении экономики у людей полностью меняется понятие о минимуме. У них другой достаток. И они просто по-другому видят все траты. Еще и должна проблема острости и боговдохновенным. What is the American dream? Что такое американская мечта? Дом собакосемейный. That if I work hard enough, Американская мечта. Если я буду много работать, I will get what I want. я получу, что хочу. That is ingrained in an American. Можно сказать, это выгравировано в нас внутри. So when I show you my new car, Поэтому, когда я показываю свою новую машину, I'm showing you that I я have done it. показываю вам, что я достиг своей мечты, я успешен. Because our culture says that's what's successful. Потому что наша культура учит нас, это и есть твой успех. And so we don't talk a lot about economic modesty because culturally it's not a bad thing to Поэтому be мы не economically говорим successful. о финансовой скромности, да, о том, что мы можем покупать, приобретать, потому что культура нам говорит, это нормально, когда у тебя есть финансовый успех. But cultural mores do change with time. Но культурные нравы со временем меняются. That's often called a generation gap. Это то, что называется разницей поколений. When what once was understood by everyone and went without question is now being questioned. Потому что есть вещи, которые предыдущим поколением воспринимались беспрекословно, воспринимались как норма, но уже не воспринимаются следующим поколением. And often that happens with the younger generation. Очень часто это происходит с молодым поколением. Because they say, why? Why do we do it? Они говорят, а почему мы должны так делать? And because we are living in a global culture now, И поскольку мы сейчас с вами живем в глобальной культуре, those questions are asked more often. эти вопросы задаются все чаще и чаще. They don't do it like that. Why do we do it like Они that? говорят, а вот там поступают не так, как у нас. Почему мы должны поступать так? So, several of you, when I met you yesterday, women offered me your hands to shake. Поэтому вчера несколько женщин здесь, когда мы с вами встретились, протянули мне руку для рукопожатия. It's changing very subtly. Потому что у вас потихонечку тоже начинают некоторые моменты меняться. It's not bad, it's not good. It's И это just- не хорошо, не плохо, это реальность. How do Christians feel about playing cards? Как христиане относятся к карточным играм? Well, it depends on who you ask. А все зависит от того, кого именно вы спросите. In America, there was a time where the more south you went, the more sinful card playing got. Раньше в Америке было так, что чем южнее ты по Америке едешь, тем грешнее становились игры в карты. In Kentucky and places around there where they grow tobacco, Вот, например, в Кентукки, в штате Кентукки, и в той местности, где выращивают табак, more people smoke in the church в церкви намного больше курящих. because it's culturally Потому acceptable. что культурно для них это приемлемо. Tattoos we've already talked about. Мы говорили с вами о татуировках. Really, one of the big reasons why
people are against tattoos here in this culture Вы знаете, одна из самых главных причин, по которой в вашей стране люди так категорически против настроены татуировок, because it is associated with criminals, with потому prison. что у вас татуировки ассоциируются с криминальным прошлым. То есть обычно преступники всегда делали татуировки. But now that more and more non-criminals are getting tattoos, Ну а теперь, когда больше людей уже не преступников делают татуировки, culturally, among younger people, Уже the feelings are культурно changing. среди молодежи происходит вот такой сдвиг мышления, они уже более это воспринимают нормально. Going to the theater used to be condemned in America, in England. Раньше в Америке и в Англии осуждался поход в театр. Morally destructive. Считалось, что театр разрушает нравы. To go watch people pretend to sin Потому что ты идешь и смотришь, как люди притворяются на сцене. and to sin И когда они притворяются, что совершают какой-то грех. and laugh at it. А потом ты над этим смеешься. That's terrible. Это же ужасно. With time, Со временем movies became more popular. фильмы стали очень популярными. Churches started to look more like theaters. И церкви стали больше походить на театры. Worship services started to focus on being more entertaining. Поклонение в церкви, богослужение уже стало больше направлено на то, чтобы развлечь приходящих. What once was considered 100% sinful is now 100% accepted. То, что раньше считалось на 100% греховным, теперь на 100% считается приемлемым. The culture in Ukraine has really become patriotic over this last year. Последний год в Украине очень большой всплеск произошел патриотизма. Are churches now spending less time teaching about loving your enemy? В церквях меньше стали учить о необходимости любить врагов. Are they spending less time talking about turning the other cheek? И не стали ли у нас меньше учить о том, что нужно подставить вторую щеку? Are we starting to confuse being a patriot and being a Christian? Не стали ли мы с вами немножечко заблуждаться и не перепутали ли мы с вами, что такое быть патриотом и что такое быть христианином? I'm speaking from experience. Я говорю из собственного опыта. Where I'm from a country where it means if you are a Christian, you are a patriot. Я просто приехала со страны, где считается, что если ты христианин, ты автоматически патриот. And I'll tell you honestly, I'm seeing some repeats to some very unhealthy habits we have in America. И я вам честно скажу, я в вашей стране замечаю сейчас зарождение таких же не совсем здоровых привычек, которые у нас уже есть, укоренились в Америке. Okay, so in our next 5 minutes before our break, Итак, следующие 5 минут, перед тем, как мы пойдем на перерыв, tell me, how does this affect our ability to study the Bible? скажите мне, как все вышесказанное влияет на нашу способность толковать Библию? Я бы сказал, это влияет на нашу неспособность толковать Библию, ухудшает. Я думаю, что мы переносим свой опыт, что Библия это так, например, по поводу щеки. Кто-то считает, что... Да. Кто-то считает, что это когда тебя бьют, ты должен стоять и пусть тебя бьют. Другие считают, что это когда тебя вызывают, ты должен просто держаться. Okay, now, Vlad said what he said. We're not going to start talking about that. Keep sharing. Ну, Влад сказал это, но давайте не будем именно заостряться на конкретном React to Vlad, but keep answering. моменте, да, и теперь отвечайте не Владу, а отвечайте по-прежнему на вопрос, как это все влияет на наше толкование Библии. Я была иногда шокирована, как некоторые места из Библии трактуются в свете вот этой политической обстановки. То есть меня в стране не было, я потом возвращаюсь и слышу какие-то места из Библии, использованные вот, подтвердить какие-то свои мысли. And that's what we talked about. Once we have a cultural moray, then we find a Bible Это verse то, о чем мы that говорили. supports it. Возникает какой-то нрав у нас, да, общественный, и мы ищем в Библии что-нибудь, чтобы мы могли подтвердить это. What else? How does this affect? How do you see this affecting you? Как вы видите, все это оказывает влияние лично на вас? Но в такой ситуации не знаешь иногда, как себя вести. Okay. Мы посмотрели со стороны. Начинаешь задумываться, то, что это может быть то, что тебе уже когда-то рассказали,
как тебе раньше толковали Библию, что с этим теперь пониманием, что, может быть, стоит теперь перезадуматься над тем, что ты когда-то уже знал. Потому что действительно может быть так, что мы слышали понимание другого человека, то, как ему открыто его опытом, да, а теперь как бы есть желание, да, те же самые моменты, теперь посмотреть с точки зрения своего опыта, и действительно оно может быть по-другому. Находясь в Донецке с углублением войны, ухудшением, начинал спускаться вместе с людьми, с обществом, в их мнения, взгляды, как выжить. И потом, когда вот в это все опустился, как бы, ну, всегда мысль была, что я все-таки Бог, Божий, всегда будет выходом, будет оставаться выходом. Вот. А потом я пытался уже вместе со всеми выйти, помочь и самому, и вместе со всеми выйти из этой ситуации. И стал молиться за людей, чтобы выйти. В будущем Бог вывел их на высокие знания о Боге. То есть опуститься вместе с обществом, но не делая ничего явно злого. I would tell you, it's not easy being a foreigner all the time. Я могу сказать, что не просто постоянно быть здесь иностранцем, But being a foreigner has really opened up this idea to me much more than it ever has been before. именно то, что я иностранец, помогло мне заметить этот момент больше, чем когда-либо раньше. Because I see things that you call common sense, that are traditions to you, Потому что я вижу некоторые вещи, которые вы называете здравым смыслом, потому что для вас это уже сложившаяся and традиция. I have to understand, wait, this is a different place. И я начинаю понимать, ага, я просто в другом месте This нахожусь. is different people. Здесь просто другие люди. And so it's become a lot easier for me to, I guess, be aware of these cultural mores in my own life. Мне стало легче обнаруживать такие же нравы в своей жизни, сложившиеся устои. Because I've had to question everything I do, because I'm questioning everything everybody else Теперь я does. начинаю и как бы подвергать сомнению многие моменты, которые я делаю, потому что перед этим подвергаю сомнениям то, что делают окружающие. Okay, let's take a break, Перерыв and сделаем, we will continue. и потом продолжим.